Давненько мы не умирали, товарищ Ура. Так, понятно. Мне надо будет поаккуратнее сейчас быть. И... Яп, это Штимс. May the shadow engulf our enemies. May the shadow engulf our enemies. Your magic is running out. Take a break. May the shadow Так, этих мы забодали. Но где эти, которые были... Давайте соберем. Где-то были тут крупные. Но в любом случае, то есть, как бы, это все равно пример того, как у них себя ведут. И, в принципе, они не особо грустят по этому поводу. То есть вот те наезды полицейских, которые были на маршах Антифа, я не видел, чтобы полицейских потом засудили. Так, а вот это надо аккуратно. protect me in this battle. Your magic is running out. Take a Да-да-да, potion. магия, магия. May the shadow engulf our enemies. Так, отравление, стоп. Алло. Стоп. Так, мне нужно противоядие, да? Нет. Да, алло. Хрень. Что-то сейчас меня чуть не укокошило. Давай, солнышко. Да мы уже сейчас, я думаю, закончим. На самом деле. Кольцо защиты. Стрекок. Чанки священника. Так. Левольк. Какой прелесть. Самый ядовитый представитель островной фауны. Следует остерегаться не только укусов левольгов, но и облаков яда, которые испаряются через поры их шкуры. Ага, то есть близко к ним не подходить. Понял. В общем, это как бы понятно. Вот это меня и травануло. Только как снимать потом это дело. Так, ты у нас кто? Ауч. Тихо. Прям бы чувак. Ну, тут либо ты, либо я. Так, давай и зельца это выпьем. Потому что там еще один есть. За священника. May the enlightened protect me in this battle. May the shadow Кольцо Батессы. Сейчас мы тут осмотримся уже окончательно. А, это выход, наверное, да?
Да, это... Не, ну что, неплохо. Так, я только вот что не поняла. У нас есть по поручениям вот это йоргланы. Мы знаем, кто такие йоргланы? Йоргланы. Ага, вот эти. Да, Тох, давай. Так, к северу от Эдема. Если идете по северо-западной дороге. К северу от Эдема по северо-западной дороге. Где-то здесь, получается. Ага. Maybe enlightenment protect me in this battle. May the shadow engulf our enemies. Your magic is running out. Take a potion. May the shadow engulf our enemies. I'm wounded, May the shadow engulf our enemies. May the shadow engulf our enemies. Так. Это не то. Это много еще. Угу. Вот это уже логовище. И они чё? Я подозреваю, что где-то здесь. Григорис, чего? Чего ты? А что? Вот мне очень нравится всегда, конечно. May the enlightened protect me in this battle. May the shadow engulf our enemies. May the shadow engulf our enemies. Катэ, хватит по мне топтаться.
сейчас посмотрим, что у нас. Духовную силу. Духовную силу 3 это у нас 7. Да, вот это, блин. Не надо было тратить. Ну ладно. Подожди, а это мы можем? Кстати, это Петерсу-то. Так. Кольцо защиты. Меньше оглушения, больше расход ярости. Защиты мы возьмем. Сиора. Возьмем вот эту. Сайкари. Нет, это нет. Это такой же, да, получается? Что-то это, конечно, было бы хорошо надеть. Но... Где второе гнездо, блин, искать? Даже один был вот здесь, может, с той стороны пройти. Хочется завершить задачу. Вот они. You've no magic yet. Drink the potion. Плохо. Все, так мы сделали. Да они какие-то шизоидные, просто носятся как... Ну, что-то как-то вот сейчас уже стало полегче с боевкой. Даже несмотря на то, что я давно не играла. Конечно, блин, все-таки думаю, может сбросить. Плохо, как думаешь. Просто я говорю, я потратила 1 очко на выносливость сюда. А это самое, следующим будет на 19 уровне. Сейчас 16, то есть это далековато. А нам важнее на духовную силу, чтобы была возможность надеть колечко. Даже вот смотри, у нас сейчас... Сейчас. На нас сейчас колечко, видишь, наносит 154 урона. А если я прокачаю духовную силу 3, видишь, сразу как. Станем, видишь, сбросить навыки, кристалл памяти. Но просто вопрос, да все навыки сбросятся. То есть, в принципе, мы и так можем, мы же знаем, что у нас там это сделано, да, то есть у нас вот эти 3 прокачаны, остальные все это
здесь у нас как бы вся вот эта ветка вплоть до сюда. Вот это и чуть-чуть рукопашки. Просто я даже не знаю, как это будет выглядеть. Вот в чем проблема. Давай-ка я сохранюсь. Давай все-таки попробуем просто даже посмотреть. Так, мы оставляем. Так, значит, раз, два, три. Раз, раз и раз. Да, да. Таланты был у нас вот это. Взлом был один. Так. Я вот не помню, что у нас было. Ремесло, по-моему, да, Тох? Или ремесло, или наука, я не помню. Так, и навыки, значит. Раз, два. Так, у нас еще 8. Возьмем немножко на одноручку, что у нас было 6. Вот этот у нас еще был прокачан, да? Я взяла вот этот. Соответственно, у нас было так и вот так. По-моему, так. Вот я и не помню. Не, взлом один я прокачал. Второй взлом у нас был за счет этого одежды. Там сейчас мы оденем то, что нам нужно, потому что она нам, видишь, сбросилась. Сейчас мы наденем то, что нам нужно, значит. Теперь мы можем надеть вот это колечко. Так. Вот взлом. Здесь у нас были перчатки кузнеца, это ремесло. Ноги у нас были офицерские. Здесь у нас нет. Шея. По-моему, вот как-то так. А, и этот еще у нас. Вот это у нас было. Вот, и у нас что получается? Здесь мы вроде все распределили, как было. Здесь у нас все. Вот у меня вопрос по таланту. Что у нас было? Наука. Ну, это да, сейчас сделаю. Ну, это скучно это. Так, сохранить. Вот этот. Загрузить вот этот, да, по-моему, получается. Так. Смотрим. Так. А, нет, у нас была одна энергичность. Точно, мы одну энергичность, потому что, чтобы мы могли преодолевать препятствия.
Мгм. Да, хорошо. Спасибо. Привыкла, блин, характер держать. Так, то есть вот это вот у нас. Так, ну вот, как-то так. Вроде бы. Единственное, наверное, все-таки мадаму сменю своего рехностирий. Все-таки мне она не нравится. Где моя лапочка? Иди сюда. Так, этот дает ремесло, этот дает... Вот, и плюс он дает еще интуицию. А у Петруса что? У Петруса харизма. Угу. Понятно. Ага, Хаскот на 18 уровне получит следующую меткость, и тогда можно ему будет дать тот пистолет. Кстати говоря. Так, хорошо. Это Данейдады. Это у нас Юстиниус. Ну, с Юстиниусом как раз нам хорошо можно поговорить. Сейчас поговорим и будем уже заканчивать. Уже 2 часа играем. Так. Ну что, мы сегодня целую зону исследовали. Поубивали. По-моему, неплохо так. Ну, то есть, знаешь, как, Тох, вот можно придраться к определенной топорности поведения персов. Welcome to Eden, the lighthouse of faith, harmony, and civilization in these wild lands. Thank you. Desarde. I am the legate of the merchant congregation. And I am Father Justinius. Delighted. And what may I do for you? The Mother Cardinal has asked me to investigate the theft of these tablets you discovered. That's excellent news. The loss of the tablets is a catastrophe. We have to find them at all costs. If you want to learn more about these tablets, you should go ask Sister Eugenia. She supervises the theologians who Нет, discovered them, Тох, and она we're also есть. guarding them. Когда We вот should find особенно her a ты bit further in the приходишь village там with в her colleagues. таверну, Who are the резко suspects of this появляются theft? The персонажи, вот эти heretical все brutes неписи, of the и village of потом они такие, Vedlug most типа, likely had a чего, hand in где, this. и садятся. То They есть вот must эта have вот wanted to топорность, она please the есть, она demons видна they worship периодически. То by есть вот это stealing the holy спаун, word from us. как How бы could they have резкий. learned of the tablet's existence? Perhaps the demons are giving them this power. Unless one of the natives living in the village innocently mentioned them. They are so naive. Either way, I am certain that the heretics are involved in this matter. I must leave you. Goodbye. May the enlightened always keep you in their divine blessing. Да. I wonder what really happened when the missionaries came to settle here. It all seems a bit too convenient. If we find out some information about the history of Eden, maybe we'll change our view on things. The theft of the relic is probably not a coincidence. Ну, то есть вот она стоит, да, куда-то смотрит. Вот тут как бы, да, можно придираться? Можно. Так. Father, I'm glad to see you, my child. What can I do for you? tell me about how you created this village. We did not create it from the ground up. It was built around an existing native village. The islanders called it Vixenagad, which translates to the village of the old sage. We saw it as a sign. The natives had probably chosen this name in memory of Saint Matthias, and everything here fit the description of Saint Lucius. The discovery of the tablets proved us right. So, we decided to rebuild our Eden here, in the spirit of peace and harmony which is described in the scriptures. Why share this village with the natives?
To replicate and resume the work of our founder, of course. If he came here and managed to convert the natives, then it is our duty to do the same thing. By living side by side with them, it is much easier for us to pass on our teachings. How well do you get along with the natives who live here? Very well, of course. Especially since those who opposed our presence left. Left? To go where? Oh, to other villages, I imagine. Does it even matter? Those who stayed are on the path of enlightenment. Some of their legends must have been about Saint Matthias. That helped to convince them. And how well have neighboring villagers welcomed you? With some reluctance, to be perfectly honest. So, we sent them missionaries. There are still frequent conflicts with the village of Vedlug, a highly violent village of heretics. But the other villages, the more peaceful ones, are slowly starting to listen to the sacred word. There is something strange here. It often takes time for the people of the continent to get used to our paradise, but I am sure you will come to appreciate it. I must leave you. Goodbye. May the enlightened always keep you in their divine blessing. Тут, понимаешь, тут и вопрос в том, что вот я когда в Genshin Impact иногда играю, у них же тоже есть как бы, да, свои фишки, потому что у них огромный вот этот открытый мир. Но они используют еще старую фишку времен готики. То есть, когда ты на определенном расстоянии видишь персонажа, да, я по-моему, это говорила, что он двигается, но двигается очень резко, мультяшно. Но как только ты подходишь ближе, как бы заспаунится, он уже двигается плавно. То есть вот эта вот мультяшность, которая еще была во времен готики, она позволяет создавать ощущение движения на больших расстояниях. А здесь они именно резко и могут у тебя за спиной появиться. То есть вот к этому, помню, у Саши были там претензии. Так. I am busy. If you have questions, go see Sister Eugenia. She's our supervisor. Так, а ты кто? If you are saying that these tablets bear writings from the very hand of our holy founder, then we must find them. Without them, all our research to trace the life of Saint Matthias on this island is doomed to failure. Так, мадам. Hello. The Mother Cardinal asked me to help you find the tablets that were stolen. Can I ask you some questions? Of course. But hurry, I have a lot to do. I talked to Father Justinius. He told me that you were supervising the theologians here. Indeed. It is under my supervision that the research on Saint Matthias is conducted. Whom do you suspect of being the thief? Alas. I'm afraid there are many suspects. These tablets are priceless relics. Some settlers may have fallen prey to the lure of profit. The heretical natives of Vedlug may have wanted to take them away from us. Or it could have been vengeance by those who had to leave the village. Where were the tablets the night they were stolen? We were keeping them in one of the village's shacks. We intended to bring them to San Matthias later. But first, we wanted to examine them in order to obtain as much information as possible. You can go and take a look in the shack if you want to. But I couldn't find any traces of forced entry. I imagine that someone was keeping watch over them. Of course, we took turns guarding the shack. But some of us can't have taken the task that seriously. If I remember correctly, it was Brother Virgil who was guarding them that night. Well, thank you for these pieces of information. I am the one who should be thanking you. Especially if you managed to retrieve the tablets for us. The Mother Cardinal told me that this village has been developed on the basis of St. Lucius's writings. Are you one of the theologians who helped in its creation? Yes. I was sent here to confirm that this place is indeed the one described in the writings, and then I stayed. What was the reaction of the natives when you arrived here? Most of them were not in favor of us living amongst them. They were afraid we might chase them out of their own village.
And there were even more protests once we started talking about searching for traces of Saint Matthias. I suppose they thought we would destroy all of their raised stones and other places of superstition. Were there any confrontations with the natives? Yes. The warriors of the village attacked us. The Ordo Luminous actually had to intervene. The Inquisition managed to make them run away. The islanders tried to attack again with the support of Vedlug, but we stood our ground. And when Lur, the chief of the village, finally accepted our presence, things calmed down. Thank you. This information will certainly prove to be useful. Thank you. I will let you Там work. такие святые, которые там типа доказывают, что вся их вера это все правильно, все хорошо. Ну, да. Greetings. Desarde. I'm handling the investigation into the theft of the tablets. Sister Eugenia told me to talk to you. I'm Brother Virgil. What would you like to know? According to your colleague, you were the one in charge of guarding the tablets on the night of the theft. Is that right? Indeed. What can you tell me about that night? Did you hear or see anything? No, nothing in particular. The night was quiet, and then the morning after, we saw they were Он мне gone. Арамиса напоминает. Someone had to enter the shack to steal the tablets. How did that happen? I have no idea. The door was closed in the morning, and the lock was intact. Do you suspect anyone in particular? Not really. What I can tell you for sure is it is not one of us. Well, Sister Eugenia did tell me that the tablets were priceless. Of course. But our motivation is not the lure of profit. All that matters to us is their value as proof, not the money we could make out of them. Do you think the culprit could be a native? Well, since none of us did it, it seems obvious. There aren't many other Ну, я бы не settlers сказала, around что here. это очень And the obvious. natives knew of the existence of these tablets before we found them. They were attached to them too, in their own way. They are the ones who led you to them. Well, we conducted the research, but they helped us find where they were hidden. Some inhabitants of the village are still giving us a hand with our work. Well, thank you. I will investigate where the theft took place. As you wish. But you won't find anything there. And why does it matter, anyway? There were witnesses to the discovery of these tablets. We have all the proof we need. And that's all that matters. What do you mean? Now we can prove Saint Matthias lived here. Our actions on this island are justified. To keep rummaging the way Sister Eugenia does will only create more tensions with the natives. I was not expecting a theologian to say such things. Have you been in Eden for a long time? 2 months, approximately. Back then, there were still some pagan natives in the village. I joined Sister Eugenia's team with some of my colleagues, so we could give them a fresh outlook on things. We arrived straight from Ptolemy, hoping to study some new texts. But once we were here, I understood that my real mission was with the islanders. We must bring the light to this island. You talked about a mission with the natives. What did you mean by that? I may be under the command of У Sister меня уже подозрения, не Eugenia могли here, они but my воспользоваться superior фотографией. is Bishop Domitius. Our mission is to banish Наши pagan много cults где and convert the entire обитают, могли population спецом to the light. запихнуть. The island belongs to Saint Matthias, and therefore to Ptolemy, since the god of light offered it to our founder. If your superior's Domitius, you are a member of the Ordo Luminis. I did not expect to find one of its members side by side with the missionaries. They usually do not get along.
The order goes everywhere. The light needs to be revealed. You have a very unique way of seeing things. I doubt everyone accepts it. How are your relations with the natives? When I arrived, we were still trying to obtain information from them about St. Matthias, but they were very reluctant to give us any answers. We were also trying to educate them. Our attempts eventually made some of the inhabitants of the village react badly. Most stubborn against our teachings, the warriors, and the marked. The ones the natives call the Onomanawi. They eventually left, and it has proved nothing but a blessing for us. I would like to go back to work now, if you don't mind. Of course. I will leave you to your work. Goodbye. Я до сих пор угораю. Была игрушка по NCIS, морской полиции. Ну, такая полуквест, полупоиск предметов, там такое. Вот. И в какой-то момент в квартире, которую мы осматривали, я прохожу, я вздрагиваю, и я поворачиваю как бы камеру, потому что барельеф с московского метро. Я не помню, какая станция это была, то ли парк культуры, то ли... В общем, как говорится, это было оно. Я на это так смотрю, типа, да. То есть наши периодически такую гадость вставляют в разные куски. Так, что смотреть надо? Так. Так. There's only one entrance, and the door shows no evidence of a break-in. Brother Virgil can't have cared less about these relics. He must have fallen asleep on duty. And then, someone must have just stolen the keys from him. It's very likely that that's what happened. But someone must have informed them. It can't be a coincidence that they decided to steal it during the watch of the only neglectful guard. So, we have to find their accomplice, the one that informed them, and who must be in the village. We know that this theft could be an act of vengeance by the natives who were forced to leave here. They must still have allies in the village. Family or friends. We should go talk to the chief of the natives. He will certainly know who's close to the exiles, and enough about the researchers to inform them. Угу. Понятно. Ну, я предлагаю на этом как раз записаться.